Практически любой человек, живший в 90-е, может с легкостью вспомнить знаменитую заставку сериала «Спасатели Малибу». Красивые девушки в красных купальниках были настолько популярны, что шоу даже попало в книгу рекордов Гиннесса, как самое рейтинговое на ТВ. Сложно поверить, но порой новые серии одновременно смотрело более миллиарда человек. Конечно, сейчас слава легендарного шоу поутихла, но это совсем не означает, что зрители забыли своих героев. Внешность актеров с начала 90-х серьезно изменилась, и сейчас постаревших звезд порой даже сложно узнать. Как же сложились их судьбы, и почему практически никто из артистов не смог сделать успешную карьеру? Дэвид всегда был главной звездой сериала. Начнем с того, что он один из немногих, кто снялся в 10 основных сезонах «Спасателей Малибу». За это время его герой Митч спас столько утопающих людей, что впору было ставить кинематографический памятник. Сам Хассельхофф к своей прежней славе сейчас относится с юмором. Так, в фильме «Пираньи 3D» актер мастерски высмеял коронный образ, продемонстрировав недюжинное чувство юмора. При этом 66-летнему Дэвиду чаще всего достаются роли второго плана в посредственных или откровенно плохих постановках. Хотя недавно он принял участие в съемках сиквела «Стражей Галактики», что внушает фанатам определенные надежды. Разумеется, слава секс-символа обернулась для Хассельхоффа нескончаемым вниманием противоположного пола. В любви фанатов актер купается до сих пор. Самые долгие отношения артиста связывали с бизнесвумен Памелой Бах, которая родила ему 2 дочерей. Однако после 17 лет совместной жизни союз влюбленных все-таки распался. Недавно Дэвид и вовсе женился на модели Хейли Робертс, которая младше его аж на 28 лет. По признанию артиста, дети и близкие одобрили его решение поскорее устроить свадьбу. Именно это имя сразу же всплывает в памяти при упоминании спасателей Малибу. Легендарная модель, ставшая секс-символом целого поколения, скандальная и противоречивая, именно такой поклонники запомнили Памелу Андерсон. Артистка рекордные 14 раз появлялась на обложке Playboy, снова и снова доказывая, что ее сексуальность безгранична. Конечно, Памелу часто обвиняли в силиконовой красоте и сомнительной репутации. Так, в одном из телевизионных интервью Андерсон намекнула за сексуальные отношения с Хью Хефнером, владельцем журнала Playboy. Однажды Хью пригласил меня к себе на вечеринку. Когда я пришла, то все было как обычно. Хефнер в своем халате и бокалом виски, несколько обнаженных девушек. Он позвал к себе в комнату меня и еще 7 моделей. Дальше было то, о чем я не собираюсь говорить, заявил артист. Памела ушла из «Спасателей Малибу» еще в далеком 1997 году. Довольно быстро стало понятно, что девушка не обладает огромными актерскими задатками. Именно поэтому ее имя все чаще мелькало в прессе в связи с многочисленными скандалами, а не новыми удачными ролями. Андерсон была замужем 4 раза, причем 2 последние попытки обрести счастье были с одним и тем же человеком.
Риком Соломонов. Браки всегда оказывались краткосрочными, а звезду даже обвиняли в употреблении запрещенных препаратов. Сейчас же сомнительная слава осталась в далеком прошлом, а сама 51-летняя Пэм посвящает все свободное время благотворительности и волонтерской деятельности. Счастье в личной жизни также не заставило себя ждать. На данный момент, артистка состоит в отношениях с футболистом Агилем Рами. Пожалуй, если кто-то и мог конкурировать с Памелой Андерсон по уровню сексуальности, то только Ясмин Блюд. Невероятно привлекательная актриса проработала в «Спасателях Малибу» с 1993 по 1997 годы, после чего отправилась в свободное плавание, глубоко уверенная в светлом будущем. Какой же сюрприз ожидал Ясмин, когда выяснилось, что за пределами знаменитого сериала ее никто не ждет? Артистке доставались роли исключительно в провальных проектах, а вскоре у нее и вовсе началась черная полоса. В конце 2000 года стало известно, что Ясмин употребляет запрещенные вещества. После повторного правонарушения Блид приговорили к 2 годам испытательного срока и 100 часам обязательных работ. Позже девушка рассказала, что из-за серьезной зависимости она могла не спать по 5 часов, а все ее мысли занимали наркотики. В 2002 году одна из самых красивых женщин Голливуда вышла замуж за мужчину, с которым проходила лечение. После этого актриса закончила творческую карьеру и навсегда покинула Голливуд. На глаза журналистам Ясмин попадается крайне редко, а многие поклонники и вовсе не узнают секс-символ 90-х из-за набранного веса. Как и Дэвид Хассельхофф, Александра снималась в проекте с самого начала и вплоть до его закрытия. В «Спасателях Малибу» ей досталась роль рассудительной Стефани Холден, которая всегда готова прийти на помощь товарищам. Собственно, эта амплуа стала главным в карьере артистки. Вплоть до середины 2000-х Пол активно работала в полнометражном кино и на телевидении. Однако проекты ей попадались откровенно плохие. Быть может поэтому, с течением времени количество перевоплощений Александры стало сокращаться. Сейчас она появляется на экране крайне редко, предпочитая отдавать все свободное время благотворительности. Актриса известна как защитница окружающей среды и антивоенная активистка. Она часто принимает участие в разнообразных акциях, восхищая поклонников своей гражданской позицией. Во всех начинаниях Александру поддерживает ее супруг Иэн Муррей, с которой она состоит в браке с 2000 года. Секс-символ 90-х не любит распространяться о личной жизни, лишь периодически отмечая, что она абсолютно счастлива. Мало кто знает, что звезда «Игры престолов» начинал карьеру именно в «Спасателях Малибу». Роль симпатичного парня по имени Джейсон в 10 и 11 сезонах проекта стала дебютной для Момер. Ну, а дальше было еще 10 лет поисков, попыток и неудачных ролей. Лишь после роли Клодрева Джейсон стал по-настоящему популярен. Благодаря «Игре престолов» он смог пройти кастинг на роль Аквамена, что стало еще одной важной ступенькой к успеху.
Последние 13 лет мама состоит в отношениях с популярной актрисой Лизой Бонни. У пары есть 2 детей, но вступить в официальный брак они решили лишь в прошлом году. Джейсона ничуть не смущает, что Лиза старше его на 12 лет. Ну, а избраннице артиста приходится мириться с его феноменальной популярностью и востребованностью у поклонниц. Кармен была звездой спасателей Малибу всего год с 1997 по 1998, но этого с лихвой хватило, чтобы девушка стала невероятно популярна в США. А ведь когда-то карьера Кармен начиналась с танцев в одном из клубов родного Огайо. Благодаря знакомству с певцом-принцем, Электра смогла перебраться в Голливуд, где неоднократно снималась для Playboy и даже записывала песни. Разумеется, поклонников привлекали скорее сексуальные формы Кармен, чем ее творчество. Именно поэтому карьеру артистки нельзя назвать успешной. В течение 2000-х звезда активно снималась в кино, но то были проекты сомнительного качества. Сейчас же Кармен занимается преимущественно благотворительностью. Она сотрудничает со многими фондами и часто посещает хосписы. А вот в личной жизни артистку пока настигают одни лишь неприятности. В 1998 она вышла замуж за баскетболиста Денниса Родмана, но развелась уже через полгода. Второй брак с Дэйвом Наваро просуществовал 3 года, и также закончился разрывом. 46-летняя Электра так и не стала матерью, и теперь крайне осторожно говорит о личной жизни. Мало кто знает, что обворожительная блондинка из «Спасателей Малибу» начинала карьеру еще в 1982 году в фильме Стивена Спилберга «Инопланетянин». Тогда ее не настигла всенародная популярность, а пика творческого роста пришлось ждать аж до 1988-го, тогда юную звезду пригласили в сериал «Чарльз в ответе». Ну, а после «Спасателей Малибу» ее востребованность и вовсе взлетела на недосягаемую высоту. Блондинка снималась в шоу 3 года, а после ушла, чтобы сделать карьеру в полнометражном кино. Вскоре Эрике досталась главная женская роль в ленте в осаде со Стивеном Сигалом. Казалось, что вот он успел, но в дальнейшем проекты Оленяк были куда менее впечатляющими. Вскоре у нее начались проблемы и в личной жизни. В 1998 году девушка вышла замуж за актера Филиппа Болли, но идиллия в их отношениях длилась всего год. Болезненный развод заставил Эрику окунуться с головой в работу, но роли ей предлагали исключительно поверхностные и проходные. Сейчас звезда «Спасателей Малибу» появляется на больших экранах крайне редко. Всю свою энергию она тратит на общение с близкими. Второй брак с Ричем Дейглом оказался куда более удачным. Супруги вместе до сих пор и воспитывают 12-летнюю дочь. Как и многие ее коллеги, Донна попала в сериал «Спасатели Малибу» с обложки Playboy. Девушка снималась в проекте с 1996 по 1998 года, после чего отправилась в свободное плавание. Как нетрудно догадаться, заплыв оказался не совсем удачным. Юную особу с обложки Playboy отказывались воспринимать всерьез.
Именно поэтому предлагали Донне преимущественно роли легкомысленных особ, что ее саму невероятно задевало. За плечами у Дерека был неудачный брак. К тому же, ей приходилось в одиночку воспитывать маленького сына. Удача улыбнулась звезде лишь в 1996, когда она вышла замуж за музыканта Ники Сикса. В этом браке у Донны родилась дочь, но союз распался в 2007. Сейчас 50-летняя актриса практически не снимается в кино, да и светские рауты она посещает редко. Зато, по мнению поклонников, секс-символу 90-х удалось сохранить свою уникальную красоту. В отличие от многочисленных коллег по сериалу, Ньюман не был профессиональным актером. 20 лет жизни Майкл посвятил тому, что действительно спасал утопающих людей. Именно поэтому опытного специалиста пригласили на съемочную площадку в качестве консультанта. Каково же было удивление продюсеров, когда выяснилось, что мужчина отлично смотрится в кадре. Майкл был не прочь попробовать себя в новом амплуа, и в итоге остался в сериале в качестве актера на долгих 10 лет. Поклонники то и дело восхищались творческим потенциалом Ньюмана, но он сам не собирался продолжать актерскую карьеру. Последняя его роль, на данный момент, датируется 1999 году. Актер давно счастливо женат и ничуть не переживает из-за потерянной славы. В 2011-м поклонники его вовсю знали, что Майклу поставили тяжелый диагноз – болезнь Паркинсона. Сейчас 60-летний Ньюман продолжает бороться с прогрессирующим недугом, а главной поддержкой для него являются родные и близкие. Келли начинала карьеру как фотомодель, но довольно быстро поняла, что в этом бизнесе ей тесно. Уж больно амбициозна была обворожительная блондинка. Именно поэтому Паккарт решила попробовать свои силы в кино. После нескольких неудачных кастингов девушке досталась одна из ролей в «Спасателях Малибу». Благодаря силе красного купальника Келли быстро обрела статус секс-символа Голливуда. Однако, как и большинство ее коллег, девушка не смогла полноценно воспользоваться выпавшим ей шансом. Серия провальных работ в кино привела к тому, что продюсеры поставили на Паккарт крест. А вот в личной жизни у Паккарт все сложилось более чем удачно. С 1997 года она замужем за известным в США врачом и воспитывает двоих детей. 43-летняя актриса периодически снимается в кино, а также успевает записывать песни. Так что можно смело сказать, что амбициозность Келли с возрастом никуда не исчезла.